Здравствуйте, товарищи! В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим, как без каких-то сторонних программ выделить или изменить курсор мыши на вашем мониторе. Рассмотрим на примере операционных систем Windows 7, 8 или 10. Итак, заходим в меню «Пуск», «Параметры», «Устройства». Здесь слева находим мышь и дополнительные параметры мыши. В открывшемся окне находим вкладку «Указатели». И что мы здесь видим? Итак, по умолчанию у нас установлены всеми нам знакомый курсор. То есть стрелка с вопросом, или там фоновый режим, когда она прокачивается, что-то загружается и так далее. Вот. Все это можно изменить. Можно заменить каждый из этих значков следующим образом. Заходим в обзор. Здесь у нас открывается очень много вариантов, какие установить курсоры. Они немножко подгружаются дальше. Вот таким макаром. Хоть колечко, хоть крестик, хоть стрелочка, хоть пальчик. Все что угодно. Давайте попробуем один из них. Мне нравится вот такой. Открываем. Применяем. Вот что мы видим. Вот, пожалуйста. Вот у нас курсор. Вот так он выглядит на экране. Если вам не понравился так подобный курсор, не надо волноваться, все можно вернуть либо к первоначальным настройкам, либо экспериментировать еще. Сейчас я покажу, как вернуть первоначальную настройку. Указатели. По умолчанию, и у нас все возвращается. Применить, все возвращается на круги своя. Можно попробовать что-то еще. Например, давайте еще посмотрим, попробуем. Давайте вот такой вот с ожиданием. Открываем. Применяем. И что мы видим на рабочем столе? Все это выглядит вот так вот. Вот есть какие-то инвертированные. Можно еще вернуться, еще что-то придумать. Давайте попробуем. Такие совсем нестандартные и не похожи. Например, вот такой вот курсор в виде крестика. Применяем. Вот, видите, он инвертированный, то есть наводишь его на какого-то цвета объект, он немножко его меняет, чтобы себя выделить. Давайте попробуем вернуться. Я покажу вам, это еще не все возможности Windows. Вот, с указателями давайте вернем привычную нам стрелочку по умолчанию. Применить. Есть еще другая возможность у Windows. Это изменить размер курсора и указателя мыши. То есть мы можем просто его увеличить вот до такого размера. Давайте посмотрим, что тут. Вот так вот. Может одной папкой, две папки закрыть сразу. Это, наверное, полезно для тех, у кого зрение плохое. Или просто вы хотите на экране выделить своей мышкой, да, что-то записываете или показываете. Вот, кроме того, можно еще и цвет поменять. Вот здесь множество цветов. То есть все цвета радуги. Голубой, фиолетовый, салатовый, все что угодно, желтый, зеленый. Кроме того, можно подобрать цвет вручную. То
То есть вот таким вот образом. Если вы не нашли в тех цветах предложенных нужен вам. Какой-то он не выдает. Давайте попробуем еще. Тоже неплохо. Ну, я выберу фиолетовый. Вот. А для себя я настраиваю пятерочка. Пусть будет. Вот так вот. Ну и что мы видим на экране? В принципе, вполне интересно. Так что, друзья, вот такие вот возможности предоставляет нам сама операционная система Windows. Пользуйтесь советом, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо.